Запись пошла. Hello, ребята, меня зовут Сорока Белобока, и сегодня мы будем с вами устанавливать Hackintosh на наш PC. Соответственно, в принципе, как бы это и есть Hackintosh, да? Установка операционной системы OS 10 на персональный компьютер обычный. Вот, и сначала мы с вами создадим загрузочную флешку, потом пару настроек в BIOS проведем, и после этого установим успешно наш Hackintosh. И все это займет у нас порядка часа времени, но в конце у нас будет полноценный классный Mac. Итак, приступим. Погнали! Для начала нам нужно будет скачать программу. Ссылку я оставлю в описании. Не программу, а образ. Нам нужно будет скачать образ. Две ссылки я оставлю в описании. Одна будет на образ самой системы и программы для распаковки на флешку. Вторая для того, чтобы почистить нашу флешку. Итак, сначала мы берем, распаковываем вот эту программу, распаковываем архив. У меня уже все распаковано, соответственно. От имени администратора запускаем эту программу HP USB. В появившемся окошке нам нужно будет выбрать нашу флешку. Соответственно, вот она автоматом уже выбралась, и я буду использовать именно эту флешку. Выбираем систему FAT32, быстрое форматирование. Название можно не указывать, по вашему желанию, как вы хотите. И жмем старт. Поехали, ждем. Пока я проверю, идет ли запись. Запись идет. Да, отлично. Так, ждем, пока отформатируется наша флешка. Тем временем можем вернуться в загрузки, распаковать. Отлично, уже все готово, да. Так, окей, все отформатировалось успешно. И дальше мы распаковываем вот этот архив с программой, соответственно, для восстановления данных на флешку и с самим образом, соответственно. Переходим в эту папку. Распаковываем папку с программой, заходим в нее, жмем установить. У меня программа уже установлена, здесь нужно очень... Вот это вот очень громко на самом деле. Так, принимаем, далее жмем 3 галочки. Ну, посещать сайт русификации я не думаю, что интересно вам, конечно, хотя кому как, может быть там интересные вещи. Итак, жмем Next. У меня, потому что программа уже установлена, Repair. Жмем далее. У вас этого Repair не будет, то есть исправление каких-то неработающих вещей, да, у вас все должно установиться вот в принципе так же, как у меня сейчас. Итак, галочку с Launch AirDrive Image снимаем, потому что у нас дальше идет русификация. Соответственно, пробуем обновить, нам выдается неверную папку. Это нормально, потому что мы используем Windows 10, конкретно я использую. Может быть, у вас этого не будет, скорее всего, на семерке, да, потому что там еще не было разделения папок на 32 и 64-битную систему. Поэтому вам нужно зайти в диск C, в Program Files x86 и найти ваш AirDrive Image. Вот эту папку мы заходим, нажимаем, жмем ОК и жмем обновить. И все у нас замечательно обновляется. Это файлы русификации. Так, ждем, пока все это дело у нас русификарнется. Такое вот слово, да? Вот, все отлично прошло. Закрываем, и у нас запускается сама программа. Итак, сейчас нам нужно, ну точнее вам нужно, у меня все сделано, вам нужно будет эту программу зарегистрировать. Нажимаем регистрация, открываем сериал, копируем ключ, копии, то есть Ctrl-C или там копировать жмем, как вам удобнее будет. Вставляем ключ вот в это окошко, вставить. Здесь на ваше имя, название организации, что хотите вообще пишите. Вот, это ваше дело. Жмем ОК, нам сообщает о том, что регистрация прошла успешно. Отлично. Можем не показывать эту панель, снова галочку поставить, жмем далее. Отлично. Итак, наша флешка отформатирована, и мы жмем восстановить данные. Угу. Так, анализа раздела, все окей. Выбираем наш образ, который мы скачали, соответственно, он лежит в той же папке, которую мы распаковывали буквально недавно. Мы выбираем этот образ, и здесь очень просто. Мы выбираем образ и нашу флешку, куда этот образ будет восстанавливаться. Жмем далее. Здесь ничего не меняем, жмем далее и приступаем.
Итак, отлично. Сейчас будет происходить восстановление данных, то есть восстановление полностью образа на нашу флешку с системой. И просто нужно будет подождать времени, пока все дойдет до конца. Здесь примерная длительность написана 10-29, но ориентировочно всегда это занимает порядка 15-20 минут. Поэтому давайте немножко промотаем и после продолжим. Итак, у нас все успешно восстановилось. Жмем ОК, продолжить. И, в принципе, мы эту программу закрываем. Так, закрываем наш серийник. И смотрите, в принципе, мы абсолютно готовы к установке с единственным но. Обязательно проверьте свое оборудование. Если каких-то кекстов, то бишь драйверов для последующей настройки системы OS 10 на вашем ПК у вас не будет, то вам необходимо эти кексты все нарыть в интернете и сложить в отдельно подготовленную флешку. У меня только не заводилась сетевой драйвер, сетевая карта не заводилась, да, это достаточно распространенная проблема. У меня это решение, есть. Вот, поэтому обязательно проверьте свое оборудование. На всякий случай я, если вдруг понадобится, скину свое решение, обязательно тоже ссылку на это. Вот. Вообще в нашей флешке восстановленной уже набор некий драйверов есть. Но, опять же, проверьте обязательно свое оборудование. Существует масса форумов, существует масса сайтов, где вы сможете просто что-то найти. Тони Маркс, да, там AMD Hackintosh, все что угодно, там Intel Hackintosh, все эти сайты есть, заходите, смотрите и находите тексты конкретно под свое оборудование. А сейчас мы перезагружаемся. Так, наш компьютер перезагрузился, мы жмем Delete или F2 для того, чтобы попасть в BIOS. Смотрите, как у вас. Проверяйте ваш BIOS. Итак, мы попали в наш BIOS, и сейчас нам нужно сначала скинуть стандартные настройки нашего BIOS. Жмем ОК. И смотрим, ищем AHCI. Вот такую вот конфигурацию, грубо говоря, настройку, да. Если у вас стоит IDE или RAID, или SATA еще может стоять, да, в вашем случае, то есть как у вас будет, так и будет, соответственно. Вам нужно поставить настройку HCI. Соответственно, выбираем ее и сохраняем настройки, выходим из BIOS. Сейчас наш компьютер еще раз перезагружается, и мы жмем уже F11 для того, чтобы выбрать, откуда загружаться. Будем загружаться с нашей потрясающей флешки, которую мы создали. Итак, сейчас будет загрузчик Хамелеон, отлично, вот он уже есть. У нас вышло 4 и даже больше. Все, что установлено. У нас Gmag установлен, да, но мы будем с вами его устанавливать все равно заново. Здесь нужно прописать несколько условий обязательных, да. Вот. Обязательное условие это NPCI равно 0x2000. Смотрите, здесь может быть еще одно условие 3000, NPCI равно 0x3000, да. Вот, это для того, чтобы запустить, чтобы все ваши PCI-устройства работали абсолютно корректно. Бывает 3000, то есть это в принципе одна и та же функция, просто для разных, скажем так, видов устройств. Вот, но в процентах, наверное, 95-99 случаев NPCI 2000 подходит отлично. Вот, бывают, конечно, исключения, и вот как раз вам понадобится 3000. Но мы оставим здесь 2000. Вот, вы тоже пробуйте с ним, устанавливайте. Соответственно, все у вас должно быть корректно. И еще одно условие для запуска конкретно моей видеокарты. У меня видеокарта NVIDIA GT 640, 2 гигабайта DDR3.
Вот. И она не запускается автоматически сразу, да, то есть есть два правила Graphics Enabler No или Yes, они для меня не работают. То есть я пробовал устанавливать, у меня это не получается. Поэтому я эту карточку на стандартные условия скидываю. Возможно, вам это тоже подойдет. Смотрите сами. То есть либо вы пробуете Graphic Enabler Yes или No, либо вы пробуете NV Disable. Все я оставлю в описании, равно 1. И запускаем наш установщик. Жмем Enter. Итак, вот у нас показывает о том, что у нас началась загрузка установщика. Сейчас мы это все увидим подробно. Так. Побежали строчки. Ждем загрузки. Собственно, это она и есть. Но нам нужно, чтобы у нас появилось яблочко. Наше долгожданное, потрясающее яблочко. И оно появилось! Ура! Теперь мы ждем, пока загрузится вот эта полоска внизу. И тогда мы увидим наш загрузчик, установщик системы OS 10. Достаточно оперативно. Вон, мышка уже появилась в левом верхнем углу. Отлично. Вот видите, вот эта рамка черная по краям, это, соответственно, означает то, что видеокарта не работает корректно, да, и сейчас могут вылазить всякие кракозябры, некие полосы на экране и все остальное. Это, соответственно, кекстов у нас на видеокарту нет, она работает в совершенно стандартном режиме, в режиме Legacy, скажем так, в совместимости. Вот, поэтому, когда все будет установлено корректно, она будет работать отлично. Проверено временем. Так, почти все загрузилось. Ждем окончания. Ждем окошко выбора языка. По умолчанию. Совсем чуть-чуть. Отлично. Итак, здесь мы крутим до того, как будет наш родной и понятный сделает русский язык основным языком системы. Жмем далее. Отлично. Отлично. Так, жмем продолжить. Продолжить. Принимаю, жмем условия. И здесь нужно зайти в утилиты, в дисковую утилиту и подготовить ваш диск, на который вы будете устанавливать для установки. В моем случае это еще один винчестер. На основной винчестер я ставить не буду, потому что у меня есть второй, соответственно. Если у вас нет второго, вы берете и форматируете, соответственно, свой. Но, естественно, сохраните свои данные, да, либо вы можете создать второй раздел. Вот, я выбираю винчестер, на который буду устанавливать, жму стереть, здесь оставляю Mac OS Extended и имя я выбираю Macintosh HD, так называются винчестеры в лицензионной системе OS 10 везде, то есть везде в Mac называется именно так. Жму стереть и жду, пока все, соответственно, закончится. Тем самым мы наш винчестер форматировали в подходящую файловую систему. Итак, все у нас закончилось, мы закрываем дисковую утилиту, выбираем наш винчестер свежеподготовленный для установки, жмем продолжить, и наша установка началась, дорогие друзья. Этот кусок мы тоже промотаем до самого конца,
И увидимся, ну, точнее, продолжим говорить после установки. Нам нужно будет сделать еще несколько манипуляций. Соответственно, продолжим как раз после установки. Итак, наш компьютер перезагрузился, и мы жмем F11 для того, чтобы загрузиться снова с нашей флешки. И на этом этапе нам нужно будет с вами перенести ядро с флешки на наш винчестер. Итак, мы снова жмем NPCI равно 0x2000. В моем случае второе условие будет NV disable равно 1. В вашем случае подбирайте, пробуйте сами. Так, жмем и жмем. Ждем запуска нашего установщика. Вновь перед нами появилось окно загрузчика установщика OS 10. Мы пролистываем вниз до нашего русского языка, сделать основным языком системы. Так, жмем далее. И здесь мы выбираем утилиты терминал. Здесь нам нужно будет ввести команду, которая будет у вас написана в описании. Но я ее продиктую. cp пробел -v пробел slash volumes слэш. Здесь мы пишем имя нашей флешки 10.10.5 слэш system library kernels и kernel. Так, пробел, кавычка, слэш, volumes. Дальше идет имя нашего винчестера. Как мы его назвали? Я его назвал Macintosh HD. Вы называете по-своему. Слэш. Дальше идет system library kernels. Так, и кавычка закрывается, жмем Enter. И у нас перенос прошел успешно, иначе бы нам сказали, что у нас что-то не так. Соответственно, перенос прошел, и мы перезагружаем систему. Снова жмем F11, чтобы загрузка произошла с нашей флешки. Перед этим нам нужно будет ее, естественно, выбрать. Выбираем флешку. Итак, крутим до уже установленной системы. Вводим снова наши условия. NPCI равно 0x2000 пробел NV disable равно 1. Жмем Enter. Ждем загрузки. Итак, наконец-то появилось наше яблочко. Сейчас произойдет загрузка. Достаточно долгая вот эта предварительная загрузка была, порядка где-то 5 или 10 минут. Все это заняло. Я это все, естественно, промотал, чтобы видео у нас не шло 3,5 часа. Вот, вы будьте как бы бдительны, да, и, соответственно, дождитесь, будьте терпеливы. Be patient, друзья. Вот. Бывают моменты, что система подвисает, но это когда совсем долго и у вас никаких индикаторов на компьютере не горит. Соответственно, попробуйте, может быть, у вас компьютер завис. Но это если прям долго, там, я не знаю, минут 20 и вообще ничего не происходит. Итак, у нас наконец-то наш экран предварительной настройки системы. Здесь мы выбираем Россию как наш, ну или в какой вы стране все это устанавливаете и будете пользоваться. Выбираем нашу клавиатуру русская. Мой компьютер не подключен к интернету, потому что в данный момент у нас не работает сетевая карта. Мы выбираем этот пункт и жмем продолжить. Продолжить, естественно. Не переносить информацию, естественно. И принимаю. Если хотите, можете прочитать. Здесь мы указываем ваше полное имя. В моем случае это вот такое имя. Ох, нет, совсем не такое имя. Переключаем язык, если вам это нужно. Здесь в системе OS 10 переключение языка осуществляется посредством клавиши Windows и пробела. И вот, соответственно, у нас русский язык. Сорока, белдобовка. Так, окей. Создаем пароль. Здесь это обязательно. Ну, я создам очень сложный пароль, цифра единица.
Подсказку мы использовать не будем. И жмем продолжить. Создание учетной записи. Отправлять данные диагностики, доступ к данным от сбоев разработчиков. Я всегда оставляю эти галочки для того, чтобы Apple получал какие-то фидбэки, да, и делал систему только лучше, хоть это и Hackintosh. И сейчас ждем настройки Mac. И все, друзья, пожалуйста, перед нами установленная система OS 10 Yosemite, которую мы поставили на наш обычный компьютер, настольный компьютер. Все прошло замечательно, все как бы, ну, достаточно относительно быстро. Вот. И в следующем видео мы будем всю эту систему настраивать, подготавливать к отличной работе, устанавливать все тексты, вот, и будем разбираться в этой системе. А сейчас подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, вот, делитесь видео и удачного Hackintosh!